Итак, мы переехали во Вроцлав и обрели новый дом. Город невероятной красоты и атмосферы. Покажем жилье и сравним цены с Варшавой. Сделаем обзор нашего района и почему мы выбрали именно его, расскажем. В какой садик отдали детей, как мне повезло быстро найти проверенный автосервис, а детям новых друзей. Короче, все наши эмоции от нового места жизни прямо сейчас. Ладно, стоп. Ребята, я должен вам признаться, я вам нагло врал в лицо. Всем солгал. Мы переехали не во Вроцлав, мы переехали под Вроцлав. Пригород Вроцлава. Отдельный район. Его даже не считают Вроцлавом. И он уже за границей Вроцлава. Значит, это не Вроцлав. Чисто юридически. Простите меня, пожалуйста. Беляны Вроцлавские – это пригород Вроцлава, который находится на южной границе города, во Вроцлавском повяте, в гмине Кобежица. Короче, почему мы выбрали этот район Вроцлавские Беляны? Все по порядочку. Когда мы переезжали из Варшавы, мы так уже зареклись, что хотим пожить где-то за городом. Ну вот так нам хотелось. Мы думали про загород Варшавы, но, короче, там уже не сложилось, да и что уже прошлое ворошить, уже как бы настоящее. Поэтому мы решили, что в следующем городе будем искать именно вот место где-то за городом, но чтобы большой, классный, красивый, уютный город был под боком, вот в шаговой доступности. И, собственно, так у нас и произошло. Происходило все у нас по следующим этапам. Мы изначально выбрали даже не район, а выбрали детский садик. Мы из Варшавы приезжали сюда, осматривали сады, но это уже там почти зарубка. То есть им 6 лет, мы решили еще их не насиловать, этой школы еще хватит им в жизни серьезных этих взрослых муток. Поэтому мы отправили их в садик на годик, пускай еще побалдеют. Садик Монтессори под названием Пестка, который находится возле Вроцлавских Белян. Выбрав этот садик, мы уехали к себе в Варшаву и собирались уже к переезду. Как знают многие люди, которые смотрят наш канал, а если вы не смотрите наш канал, то стыдно вам, пора бы уже смотреть, подписаться, потому что это классный, добрый канал, где мы транслируем хорошие, добрые, жизненные, семейные ценности, говорим про добро, любовь, у нас тут вот никакого негатива. Но на самом деле я иногда поднимал видео про негатив, у меня даже есть обложка с надписью «Ненависть». Но это все для того, чтобы ее было меньше. Короче, плохая была идея, больше я так не делаю. Так вот, все, кто за нами следит, знает, что мы все лето из Варшавы до Вроцлава ехали через длинное, прекрасное, шикарное морское польское побережье, исследуя его полностью, практически от Гданьска до границы с Германией, там где-то вот с Свиноустьем. Все это мы тоже снимали, выкладывали много классных видео, много видео еще будет. Так вот, в процессе этого переезда нам нужно было найти жилье. Мы знали, что уже жить будем во Вроцлавских Белянах, а точнее не во Вроцлавских Белянах, а где-то возле садика. И нам повезло, благодаря тоже Ютубу, знакомствам, сарафанному радио, что у нас есть хороший приятель Илья, который здесь во Вроцлаве работает агентом по недвижимости. Мы с ним еще заранее это все продумали. Он сказал, что, ребята, не переживайте, езжайте все на море, я найду вам жилье. И так и случилось. Мы сидим в кемпинге, пьем свой чаечек по утрам, дети гуляют по кемпу, море, сосновый лес, Польша, все прекрасно. Ильюха нам шлет отчеты, показывает нам, какие квартиры он нам выбирает, зная полностью наш запрос. Он супер четко все сразу вот понял, и буквально со второго раза, 2 квартиры мы посмотрели, со второго раза он нашел нам классное жилье и говорит, что это во Вроцлавских Белянах. Но мы даже не были здесь, мы в садик приезжали, в Беляны не заезжали. Вот, но он прокатился, показал нам тоже район, мы такие, блин, давай, классная квартира, нам понравилась. И, кстати, в конце этого видео я обязательно сравню эту квартиру с варшавской квартирой и озвучу вам разницу в ценах, так что не переключайтесь. Лето подходило к концу, мы заканчивали свое путешествие и плавненько двигались в наше новое жилье. У вас уже тут могут быть подружки и игровая здесь маленькая. Приехали, Илья по красоте нас встретил. Он уже перепроверил до нашего приезда 5 раз договор.
Мы уже были максимально спокойны. Я до этого перечислил уже кауцию, залог. И мы со спокойной душой приехали, заселялись, показывали себе жилье. Вернее, Илья показывал его нам, мы показывали его детям. Очень похоже по принципу на нашу варшавскую квартиру. Тоже шкафы с этим самым, с огромным сториджем. Короче, блин, Илюхе респект, вообще спасибо ему, круто. И вот была, кстати, на выбор супер новая квартира, но я с 2 детьми не хочу супер новую квартиру, а мы хотели как раз таки, чтобы она была уже уживанная, то есть пожитая, но чтобы хорошего качества, и тут так и есть. Большой, ну, здесь, в принципе, нет, холодильник стандартный, но здесь есть вот эти штуки. Я люблю, когда много storage place, вот такого, и это очень классно. Единственный минус, что нет ванны, здесь дети любят, но это уже такое. Тоже вот есть. А детям как раз это идеальная просто квартира для нас, потому что здесь нет кровати, а у нас кровать уже ждет нас в этом. Сейчас я поеду за ней. Короче, блин, Илья, тебе вообще респект, спасибо большое. Так ты нам помог. Даже какой-то детская тематика. Как-то и по видео было, и по описанию понятно, что она наша. Тут такая, знаешь, с детьми, мне кажется, будет идеально. Не супер новая мебель. Тут даже какие-то царапины на телевизоре, которые, может быть, от детей чьих-то остались. В общем. Первый этаж и огрудок. Ой, хорошо. Хорошо. Забыли про детей, они в машине сидят. Вот это чья это детская? А где наши вещи? Скоро привезет папа. На самом деле я хотел еще снять вам, как мы уютно это все облагородили, как это теперь все смотрится уже, когда мы сюда переместили всю нашу жизнь и наполнили это место своей энергетикой, своей душой. Но так как с 2 детьми мы что-то вот не успели навести порядок, у нас тут бардак, обязательно все это покажу в будущих видео, в каких-нибудь влогах и в каких-нибудь еще историях. Так что, если интересно, то оставайтесь с нами. А сейчас более детально поговорим про район Вроцлавские Беляны. Нравится, не нравится, тут очень много плюсов, есть и свои недостатки. Давайте разбираться. Итак, Вроцлавские Беляны. Нам здесь в целом сейчас очень нравится. Мы, правда, чувствуем себя за городом, как будто мы живем за городом, такой большой частный сектор. И как будто бы и в городе. Очень спокойный, тихий район, частный сектор. Вот мы по этой дороге ездим в садик. Классно. Даже какие-то поля у нас тут кукурузные, сельхозполя даже какие-то маленькие у нас растут. Опять же, те, кто нас смотрит, знают, что у нас такой фетиш, мы часто говорили про свежий воздух, да, что мы вот его ищем везде, поэтому очень нам было классно на морском побережье, с морским воздухом вперемешку с сосновым воздухом, это просто было божественно, у нас слизистые всех носов, ртов, глаз, ушей, все дышало. Было супер не пересохшим, как вот часто в городах, особенно с наступлением отопительного сезона. Вот сейчас уже начинается там все внутри. Конечно же, нам накидали уже в нас помидорами тухленькими, типа, ой, вы такие искатели свежего воздуха, переехали во Вроцлав, а Вроцлав такой не про свежий воздух, тут вообще все топится углем. Ну, конечно, да, но, блин, мы все люди, которые живут вот в мире, который у нас есть. Мы всегда должны искать некий компромисс. Поэтому, собственно, и за город это и был компромисс. Вот он так вот как-то ну. Да, нам уже сказали, что все равно это может не спасти, и здесь будут топить углем, а если так это частный сектор, то еще много старого жилья, и, возможно, будет топиться. Возможно, да, но как бы у нас есть. Мы купили себе очиститель воздуха, он тут уже работает. И, кстати, даже по работе очистителя воздуха можно понять, что он уже здесь хороший. И, возвращаясь к нашему другу Илье, ему просто низкий поклон. Я буду сейчас к нему отсылки делать постоянно, потому что мы просто настолько кайфуем от нашего жилья, настолько оно здесь тихое, спокойное, несмотря на то, что мы буквально в 15 минутах там до центра Вроцлава, у нас просто поют птицы, у нас свежайший воздух, у нас тишина, это просто, это мы жили на 10 этаже на Большом перекрестке в Варшаве.
Никакие стеклопакеты нас не спасали. Короче, мы довольны районом, тихо, спокойно. Чувствуется, что такой загород, пригород, пускай не загород, ладно, пригород. Кстати, было интересное исследование, что если ты живешь в шуме, то у тебя когнитивные способности хуже. Вот сейчас понаблюдаем. Да, мы сейчас будем суперкогнитивными людьми. О, у нас тут косули даже бегают. Обалдеть. Ух ты. Ой, Польша. Прикольно. И вот видите, даже косули бегают, откуда прибежали. Большая трасса далеко, шума вообще не долетает. Кстати, мы с Ильей уже съездили, посмотрели несколько объектов недвижимости. Хотим продолжать смотреть, выбирать себе жилье, какие-то варианты, смотреть цены, ну, разобраться вообще в ситуации во Вроцлавской с недвижимостью. Хочется узнать цены, сравнить цены с варшавскими ценами на дома, на близняки. Вот, поэтому будем постить тут контент про недвижимость. Писали у нас в Телеграме люди, что тема максимально интересная. Да, еще раз не забываем, что есть у нас Телеграм с информацией, с контактами. И да, один из самых главных минусов этого района, что здесь нет зеленой зоны. Хотя на карте казалось, что должна была бы быть, но ее здесь нет. Но должна была бы быть, но ее здесь нет. Ты... Нет. Но несмотря на то, что на районе не оказалось зеленой зоны, которая должна была бы быть, как вы помните, но ее не было, у нас появилась несподянка. Несподянка — это неожиданность, которая просто разорвала наши сердечки радостью, любовью и счастьем, потому что об этом даже не знал Илья, который нашел нам супер классное жилье. Спасибо ему большое. Оказывается, в этом оседле, где мы живем, есть свой мини-микропарк. Плюс здесь огромное количество детей живет. Практически все плюс-минус ровесницы наших девчонок. Супер соушал для детей. И нам очень нравится тем, что тут рядом все есть. Вот этот огромный торговый узел со всеми магазинами. Мы еще ни разу не были за 2 месяца в каком-то там торговом центре, еще в другом в центре, потому что особенно все и не нужно. Куча всяких строительных, там вот Икея, аллея Беляны. Не сказать, что это лучший торговый центр в целом по наполнению магазинов, но там все есть. Нам всего достаточно. Вот тут у нас есть бедронка на районе, мы возле нее живем. И несмотря на то, что такое красивое, аккуратное здание, на самом деле странная бедронка, вечно никогда ничего нету, но по сути не так важно, потому что это большой торговый узел, там все магазины, какие только хотите, Ашаны, Lidl, Карфюры, все тут буквально за углом. Мы вот только вернулись из путешествия по морскому побережью польскому, и как раз у меня начало пикать на панели, время пришло ТО, нужно было поменять масло, фильтра. И вот благодаря нашему YouTube-каналу просто как сходится все в этой жизни очень часто так, как нужно. Пишет мне в Инстаграме наша подписчица с нашего YouTube-канала, ну, человек, который смотрит вот этот канал так и так, ну, и если что, у нас тут свой во Вроцлаве автосервис. А я говорю, мне как раз нужно. Я еще сразу спрашиваю, какая локация? Да вот мы вот здесь находимся под Белянами. Я говорю, космос просто. Тут тоже выходцы из Беларуси уже давным-давно здесь живут. Классно пообщались еще по душам, родные белорусские души. Об одних наболевших проблемах посидели, поговорили. В то время, пока поменяли масло, фильтра, все круто. И это прям рядом с нами, круто. И самое классное, что здесь нет трафика, такого жуткого трафика. Хотя к началу сентября нам,
прогнозировали нам знакомые, ребята говорили, что возможно будут пробки. Илья, который искал жилье, тоже говорил, что возможно будут пробки. На самом деле их сильно не оказалось. Ну, как бы разница с августом вообще практически не замечена была. Но вот уже вот в октябре немножечко, чуть-чуть есть. Но это пробками назвать нельзя. Это просто, ну, на светофоре чуть-чуть больше машин. Как бы так. В город просто прямая дорога, выскочил по Вроцлавской и полетел. Там парки рядом, не заезжая далеко. Вот мы уже выезжали пару раз в центр. Об этом будет отдельное тоже видео. Я буду собирать контент полезный всякий там, куда мы ходим, музеи, парки. Буду делать такие сборки влоговые. И очень забавная, примечательная, характерная черта этого района, что здесь огромное количество иностранцев из Азии, потому что это район промышленный, здесь очень много заводов. И работники из Кореи, это какая-то там руководящий или менеджмент какой-то LG здесь вроде бы. Также много просто рабочих, таких разнорабочих из Пакистана, из Индии, я не знаю откуда, Бангладеш. Иногда на остановку смотришь и не понимаешь, ты в Польшу вообще или нет. Короче, вот такой вот у нас переезд. Мы всем довольны, очень довольны квартирой. Вы знаете, кого благодарить. Так, ну и как обещал, сравним цены и квартиры в Варшаве и во Вроцлаве. Сразу скажу, что когда искал во Вроцлаве жилье, сразу отметил, что ценник значительно ниже. По ощущениям, примерно в среднем на 1000 злотых жилье оказалось дешевле. Мы смотрели примерно такую же квадратуру и в такой же удаленности от центра города. Да, действительно, варшавское и вроцлавское жилье у нас похожи, и то находится на краю города, одной и той же квадратуры, столько же спальных комнат, но в Варшаве это был 10-й этаж и стоило 5500 вместе с парковочным местом. А во Вроцлаве на первом этаже в тихом оседле с огромным огрудком, еще и с приватным частным парком, как вы видели, стоит 4900. И разница еще в том, что в варшавском жилье в Чинш не ходило электричество, поэтому нужно добавить 200 злотых. Вот такая ситуация. Что думаете по поводу цен, тоже можете написать в комментариях. Детский сад, дети довольны. Самое главное, что дети просто каждый день нам говорят, что круче, чем в варшавском, потому что Монтессори, он вот не такой, здесь нет какого-то там давления, нет какого-то такого назидания, у них все более мягко, и дети это чувствуют очень. И мы, кстати, по детям стали чувствовать. Возможно, еще плюс то, что они стали старше, они возвращаются домой, и у них нет вот такой лютой сублимации, когда после сада, я помню, целый год в Варшаве после садика они постоянно истерили, плакали, выходили эти эмоции. Здесь у них все гораздо мягче, плюс социализация еще вот у нас в нашем оседле, городом тоже, Вроцлавом довольны, хочется его изучать, обходить все места. Кстати, советуйте в комментариях, куда сходить, если вдруг вы живете во Вроцлаве. Если не живете во Вроцлаве, просто напишите комментарий, как вам это видео, посмотрите другие видео. У нас очень много классных, позитивных видео. И увидимся в новых. Пока-пока.